Китайский бренд Havail, принадлежащий концерну Great Wall Motors, представил внедорожник H9 нового поколения. Автомобиль сохранил рамную конструкцию, но получил совершенно новый кузов. Havail H9 сохранил выбор между бензиновым и дизельным моторами. В Китае будет версия как на 5, так и на 7 мест. Снаружи новый Havail H9 как две капли воды похож на кроссовер Havail Raptor, хотя вдохновением для них все же стал современный Land Rover Defender. При этом конструктивно эти две модели не имеют ничего общего. Если Raptor – это кроссовер с несущим кузовом, независимой подвеской, поперечным расположением двигателя и гибридной силовой установкой, то Havail H9 сохранил формат предшественника. У него несущая рама, продольное расположение двигателя, неразрезной мост сзади и никаких электрических довесков. Во втором поколении Havail H9 заметно подрос. Длина выросла на 107 мм от 4950 до 5070 мм. Это зависит от наличия наружной запаски или бокса для хранения на задней двери. Ширина стала больше на 50 мм, 1976 мм, а высота на 30 мм, 1930 мм. Колесная база увеличена с 2800 до 2850 мм. То есть по габаритам H9 второго поколения практически идентичен модели Танк 500. Заметно выгоднее стала внедорожная геометрия. Паспортный дорожный просвет увеличен с 206 до 224 мм, угол въезда с 28 до 31 градуса, а угол съезда с 23 до 25 градусов. Предложены колеса диаметром от 17 до 19 дюймов. Автомобиль сохранит выбор между бензиновым и дизельным моторами. В случае с бензиновым двигателем изменения минимальны. Его объем остался прежним и составляет 2 литра, а мощность благодаря турбонаддуву составляет 224 лошадиных сил. Это на 6 лошадей больше, чем у модели текущего поколения. Максимальная скорость 180 км в час. Объем нового дизельного двигателя достигнет 2,4 литра против 2 литров у актуального поколения, но мощность будет даже меньше – 184 против 190 лошадиных сил. Максимальная скорость 170 км в час. Для бензинового варианта сохранится 8-ступенчатый автомат, а вот дизель будет сочетаться с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В любом случае, Havail H9 будет иметь полный привод с муфтой на передней оси Borg-Warner, понижающей передачей и 2 межколесными блокировками спереди и сзади. Покупатели смогут выбрать один из 4 цветов кузова – белый, черный, серый и зеленый, и 2 варианта цвета интерьера. Одним из ключевых отличий от танков стал более простой салон. Отделка центрального тоннеля и вся кнопочная фурнитура выглядят знакомо. Из примечательного – массивный селектор автомата, взятый от Tank 300. Еще одно заимствование – знакомый по Havail Dargo руль. В остальном все типично для современного автомобиля. Приборная панель на 12,3 дюйма и медиасистема на 14,6 дюйма. Остались физические кнопки для управления климатом, а на видном месте появилась площадка для беспроводной зарядки телефона. Правда, из-за нее подстаканники уехали в нижнюю часть, ближе к центральному подлокотнику. Производитель заявил, что места стало больше на втором ряду сидений. На месте блока климатической зоны появились крутилки обогрева и вентиляции сидений, а вот дефлекторы переехали с потолка на торец центрального тоннеля. Объем багажника в 5-местной комплектации от 791 до 1814 литров, а за доплату предложен 3-й ряд сидений. Есть камеры кругового обзора, подогрев, вентиляция и массаж передних сидений. В Китае производство внедорожников Havail H9 второго поколения должно начаться в мае. Цены пока не объявлены даже на местном рынке. По информации китайских СМИ, цена будет в пределах 200 тысяч юаней или $27 600 за базовую версию.
С ростом популярности танкового бренда Great Wall в последние годы покупатели отдавали предпочтение именно внедорожникам танк, а не Havail H9, который присутствует на рынке уже 10 лет. Чаще всего Havail H9 является фаворитом у клиентов среднего возраста, а молодые потребители предпочитают бренд Tank. Однако появление нового поколения Havail H9 не только унаследовало лучшие внедорожные возможности старого H9, но и также имеет обновленный внешний вид, более современный интерьер и более полную оптимизацию комфорта. Это, по мнению автопроизводителя, должно привлечь внимание более молодых покупателей. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.